Потом Махараджа Бали, занимавший трон царя Индры, увидел на подошвах стоп вселенского тела Господа Расаталу и другие низшие планеты. На стопах Господа он увидел земную твердь, на поверхности его икр все горы, на коленях всевозможных птиц, а на бедрах разные ветра. Commentary again? Yeah. So, this is a story here of the appearance of Lord Vamanadeva. Так здесь описывается история появления Господа Ваманадевы. Vamanadeva is a dwarf incarnation of the personality of Godhead. Ваманадев — это воплощение Господа в форме карлика. Lord appeared in that form as a small boy in order to charm Bali Maharaj. Господь появился в этой форме карликового роста, чтобы очаровать Бали Махараджа. Bali Maharaj was a very powerful demon. Бали Махарадж был очень могущественным демоном. So powerful that he was able to defeat Indra, the king of heaven. Он был настолько могущественным, что смог даже победить Инду, повелителя небес. And occupy the throne of heaven. И занял трон райских планет. Bali Maharaj became so powerful because, and the demigods became weak because the demigod Indra didn't respect his spiritual master, whereas Bali Maharaj and the demons were very respectful to their spiritual master. Так произошло, что Индра стал таким слабым, а Бали Махарадж стал таким могущественным, потому что Индра и полубоги не почитали своего духовного учителя, а Бали Махарадж и демоны почитали своих духовных учителей. Once Brihaspati, the spiritual master of the demigods, came to the assembly of King Indra. Однажды Брихаспати, духовный учитель Индры и полубогов, пришел на собрание разных планет. And at that time, Indra, I think his wife was sitting on his lap. В тот момент, насколько помнит Махарадж, его жена Индра сидела у него на коленях. And they were, engaged in some, frivolous affairs, joking affairs. Вот и они вели себя очень фривольно, шутили как-то. And they didn't pay any attention to Brihaspati. И они не обратили никакого внимания на Брихаспати. So normally when the spiritual master enters, the assembly members should stand up in respect. Обычно, когда входит духовный учитель, все участники собрания должны встать и выразить почтение. So therefore considered there was offense on their part. Поэтому это считалось оскорблением с их стороны. We also see the example when Balaram was touring the holy places. Также есть пример с тем, как Баларама обходил места паломничества. And he came to Naimisharanya. И он пришел в Наймишаранию. In that place, the sages were gathered to hear the Puranas from Ramaharshan Sutta. И на тот момент там собрались мудрецы, чтобы услышать Писание от Рамахаршина Суты. To hear from Puranas. Послушать Пураны от Рамахаршина Суты. And normally, if it's a assembly for of spiritual discourse, and even if a respectable person comes, the speaker doesn't get up. The other members may get up, but the speaker doesn't get up. Обычно, если имеется собрание людей, которые общаются на духовные темы, то все присутствующие, они могут встать, но говорящий на духовные темы, он не должен вставать. So when Balaram came into assembly, all the sages stood up. И поэтому, когда Баларама пришел на это собрание мудрецов, все мудрецы встали. But Ramaharshan Sutta, he did not stand up. Но Рамахаршина Сута не встал. And Balaram was not pleased. И Баларам не был доволен этим. Because actually in that situation, even though he was the speaker, he should have stood up because Balaram is Supreme Personality of Godhead.
Но в этой ситуации говоривший тоже должен был встать, потому что Баларам является верховной личностью Бога. So Balaram decided to punish him. Поэтому Баларама решил наказать его. And took a blade of grass and tapped him on the forehead and killed him like that. Поэтому он взял травинку и убил этого мудреца этой травинкой. So effortlessly, Balaram could kill this tap with a grass, blade of grass. Без всяческих усилий он просто его так ткнул и он убил. With grass? Да, травинкой. Yeah. Травинкой. So that Ramaharshan was killed. Поэтому Рамахаршина был убит таким образом. The sages themselves were very shocked. Сами собравшиеся мудрецы были в шоке. That and they said to Balaram, we gave him the benediction, the blessing that he could have undisturbed duration of life. Они сказали, что мы дали ему благословение, чтобы он мог жить, не испытывая никаких беспокойств. As long he could speak the Puranas, as long as required for speaking the Puranas. Чтобы он мог жить так долго, сколько необходимо, чтобы поведать все Пураны. Many Puranas they begin Roma Harsha and Vacha. Очень многие Пураны начинаются со слов Рома Харшина Вача. So Balaram said, all right, I can bring him back to life. Баларам сказал, ничего страшного, я могу вернуть его в жизнь. But they said, no, he committed offense. It's correct, he committed offense. He deserves some punishment. Но собравшиеся мудрецы сказали, нет, правда, он совершил оскорбление, он заслужил эту смерть. But please do something to, adjust the situation, to rectify the situation. Но они просили Баларама, пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы исправить ситуацию. So Balaram said, all right, I'll appoint his son to sit on the Vyasasana. Баларам сказал, хорошо, я назначу его сына, чтобы он занял место на Вьясасане. The son is considered as a representative of the father. Поскольку сын считается представителем своего отца. So in this way, Ugrashrava Sutta was installed as a speaker. Таким образом, Уграшава Сута был назначен на место говорившего Пураны. So that's Sutta Goswami. Это и есть Сута Госвами. So he is a speaker of Bhagavad Purana. Вот, он как раз та личность, которая ведает, рассказывает Бхагават Пурану. Или Шримад Бхагаватам, как мы знаем эту книгу. And the sages asked for one other help from Balaram. И собравшиеся мудрецы попросили Балараму оказать им еще одну помощь. To kill one demon called Balbala. Чтобы убить еще одного демона по имени Балбала. Who had a ginger hair, ginger beard. У которого были огненно-красного цвета волосы и борода. He used to fly in the sky above the Naimisharanya and pass stool and urine on top of the sages. Он летал вокруг леса Наймишарани и мочился на собравшихся мудрецов. The sages were very disturbed by that behavior, of course. Мудрецы сказали, что, конечно же, нам очень досаждает такое поведение. So Balaram with his plow, he pulled him down from the sky and killed him. With his what? With his Plow. plow. Используя свой плуг, Господь Баларама убил этого демона. So in this way the sages were satisfied. Таким образом, мудрецы были удовлетворены. But we see that, principle that when a superior personality comes into the assembly, the members of the assembly must show respect. They must stand up. Видим, когда человек, личность, занимающая более высокое положение, входит в собрание, все собравшиеся должны встать, чтобы выразить ему свое почтение. So Indra made it was a bad offense. Поэтому Индр совершил очень тяжелое оскорбление. Because when a king of heaven, you can easily get proud or puffed up. Потому что, будучи царем райских планет, можно очень легко возгордиться. That's seen also in the Govardhan Lila. А также это видно на примере Говардхан Лилы. Indra was proud. Everyone was offering him Indra Yagya. Поскольку Индра был очень горд тем, что все предлагают ему Индра Ягью. And when Krishna, who appeared as only a small boy, told the cowherd men
No, you should not worship Indra, worship Govardhan Hill instead. Indra became very upset. И когда Кришна в образе маленького мальчика сказал старшим пастухам, не надо совершать жертвоприношение Индре, поклоняйся Гавардхану, то Индра очень расстроился из-за этого. So he tried to punish the inhabitants of Vrindavan. He tried to punish Krishna by flooding Vrindavan. Он попытался наказать жителей Вриндавана и наказать Кришну, наслав наводнение на Вриндаван. Sending very big clouds, samvartika cloud, and heavy rain, and thunder, lightning. Он наслал на Вриндаван тучи под названием Самвартака, молнии, гром. And in this way, the inhabitants of Vrindavan were in distress. Таким образом, жители Вриндавана оказались в состоянии большого несчастья. But Krishna easily saved them by lifting the Govardhan Hill. Но Кришна очень легко спас их, подняв холм Гавардхан. And everyone was able to take shelter beneath the Govardhan Hill. И все смогли принять прибежище под этим холмом. In this way, Indra, he was humbled. Таким образом, Индре был преподнесен урок смирения. He had to apologize to Krishna. Ему пришлось приносить свои извинения перед Кришной, Beg for forgiveness. молить его о прощении. So this is tendency. One gets powerful position. Tendency may be there to become proud. Такова тенденция, которая наблюдается. Человек, занявший высокое положение, может возгордиться этим. So in this case also, Indra became proud. He was ignored the Brihaspati. В такой ситуации мы видим, что Индра возгордился и проигнорировал Брихаспати. So in this way, he lost his strength. Таким образом, он потерял свое могущество, свою силу. And the demigods also lost their strength. И полубоги также потеряли свое могущество. Whereas on the other hand, Bali Mахарадж and the demons, they were very attentively respecting their spiritual master, Sukracharya. Что же касается Бали Махараджа и демонов, они очень внимательно слушали наставления своего духовного учителя Шукрачарьи. Even though he is not a bona fide spiritual master. Хотя он и не является истинным духовным учителем. But due to that proper worship and attention, they gained strength. Но в силу того, что они почитали его, слушали его наставления, они обрели большое могущество. And that gave them the power to defeat the demigods. И это дало им необходимое могущество, чтобы победить полубогов. And Bali occupied Indra's throne. Таким образом, Бали занял трон Индры. The mother of the demigods, she was very distressed, Aditi. Мать полубогов Адити была очень расстроена, очень несчастна. And she appealed to her husband, Kashyapa. И она обратилась к своему мужу, Кашьяпе. That we have been driven out of our homes. Вот нас выгнали из собственного дома. We are humiliated. Нас принизили. Please do something to get us back in our position. Пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы мы снова могли занять свое положение. And at first he said, why are you so attached? И сначала Кашьяп сказал, почему ты так к этому привязана? But anyway, she was insistent. Но в любом случае она настаивала. So Kashyapa said, all right, you perform certain austerities. И тогда Кашьяп сказал, ладно, хорошо, совершай вот такие-то аскезы. Pray to the Lord. Молись Господу. And He will surely appear and help. И совершенно точно он появится и поможет. So she performed those austerities, those rituals. Таким образом, она совершала все необходимые аскезы и ритуалы. And as a result, Lord appeared as Vamanadeva. И в результате Господь действительно появился в облике Ваманадева. And of course, this was great joy for Aditi. Конечно же, Адити испытала величайшую радость. So he's called Aditi Nandan, son of Aditi. Поэтому его зовут Адити Нандан, сын Адити. Aditi Dukaha. Yes. Vamanadeva's name is Aditi Dukaha. Имя Ваманадева Адити Дукаха. Surely all of you know the famous kirtan singer.
Aditi Dukkha. Совершенно точно все вы знаете этого замечательного исполнителя киртанов по имени Адити Дука. Yeah. Of course, many devotees they simply say Aditi, call him Aditi. Многие преданные просто называют его Адити. Or in mistake they call him Aditi Dukkha. Либо же по ошибке они называют его Адити Дука. That's a mistake. Aditi Dukkha means one who gives sorrow to Aditi. Но это ошибка, потому что Адити Дука означает тот, кто расстраивает Адити. But Aditi Dukkha Ha. Но Адити Дука Ха It means one who destroys the distress of Aditi. означает тот, кто разрушает несчастье или нерадость Адити. That's a proper name. Aditi Dukkha Ha. Prabhu. То есть это правильно, как его называть, Адити Дука Ха Прабху. Like that. Anyway, yes, he appeared to destroy the distress of Aditi and the demigods. Как бы то ни было, он в Амдев явился, чтобы уничтожить печали Адити и богов. And he did that, of course, by charming Bali Maharaj and taking away everything from Bali Maharaj. Он сделал это, очаровав Бали Махараджа и забрав все, что тому принадлежало. Now, Bali Maharaj had not only defeated Indra, but he conquered the whole universe. Бали Махарадж не только победил Индру, он захватил всю вселенную. But Vamanadev, he was very intelligent. Но Ваманадев был очень разумным. And he knew Bali Maharaj, and many of the great demons, they followed Vedic rules and regulations. Как вы знаете, многие демоны следуют ведическим принципам и предписаниям. They were Kshatriyas. They knew they had to respect the Brahmanas. Они были кшатриями, поэтому они должны были уважать брахманов. And they got strength from that. И именно за счет этого они обрели свое могущество. And so Vamanadev, in the form of a Brahmin, a charming boy, he asked Bali Maharaj to give some charity. И таким образом Бали Махарадж в образе очаровательного мальчика Брахмана попросил какое-то пожертвование у Бали Махараджа. And Bali Maharaj, yes, he was also proud and very generous. What would you like? И Бали Махарадж, он был очень гордым, но в то же время он был очень щедрым, он сказал: так, чего ты хочешь? I can give you anything you like. Я могу дать тебе все, что захочешь. So Bali, Vamanadev said, there's just 3 steps of land. И Ваманадев сказал: мне нужно всего только 3 шага земли. Small boy, 3 steps of land, probably just very short distance, 1-2 meters. Знаете, он маленький мальчик, то есть если понять на его шаги, то это будет сколько, 2-3 метра. Don't ask for so little things, and I can give you a whole planet if you want. Бали Махарадж, зачем ты просишь так мало? Я могу дать тебе целую планету, если ты желаешь. Then, of course, Sukracharya, he understood the situation. И, конечно же, Шукрачарья понял ситуацию. And he warned Bali that don't give him, he's Vishnu, he'll take everything from you. Он начал предостерегать Бали Махарадж, сказал, что это Вишну, не доверяй ему, не давай ему ничего. But Bali Maharaj said, I already gave my promise, I cannot go back on his promise. Но Бали Махарадж сказал: я уже пообещал ему, я не могу теперь отступить назад. Sukracharya was very worried because, he was living on the charity of Bali. I mean, he was living very nicely because Bali was very wealthy. Шукрачарья был очень беспокоен, потому что он жил за счет щедрости Бали Махараджа, и он жил в очень хороших условиях. If Bali Maharaj lost everything, he would also lose everything. То есть, если Бали Махарадж все потеряет, то он тоже все потеряет. There's another story also where the Lord appeared as a small Brahmin boy. Есть еще одна история, когда Господь появился в образе маленького мальчика Брахмана. That was in the story of Vrikasura. Это было в истории с Врикасурой. Vrikasura,
he worshipped Lord Shiva by cutting off his own flesh and offering into the sacrificial fire. Врикасура поклонялся Господу Шиве, срезая куски своей собственной плоти и бросая в жертвенный огонь. And Lord Shiva, he thought this is very unpleasant austerity. Господь, по мнению Господа Шивы, это была очень неприятная аскеза. Please stop this. Он сказал: пожалуйста, прекрати это. I give you whatever benediction you want. Я дам тебе то благословение, которое ты желаешь. And Vrikasura asked the benediction, whoever's head I touch will fall off. И Врикасура просил благословения, что та, чьей головы он дотронется, разорвется. So Lord Shiva, okay. Господь Шива сказал: да, хорошо, без проблем. Then he immediately tried to touch Lord Shiva's head. И сразу в этот же момент Врикасура попытался дотронуться до головы Господа Шивы. And Lord Shiva had to flee all over the place. И Господу Шиве пришлось убежать с этого места. So to protect Lord Shiva, this Lord Vishnu appeared in the form of a small Brahmin boy. Чтобы защитить Шиву, Господь Вишну появился в образе маленького мальчика Брахмана. And he approached that demon. И он приблизился к этому демону. And he said, this Lord Shiva's benediction have no potency. Он сказал, что это благословение Господа Шивы не имеет никакой силы. And you can test for yourself. И ты должен сам это проверить. Just touch your own head. Дотронься до своей собственной головы. The demon was charmed by the Lord. Господь был очарован Господом. No, he was charmed. Был, попал под чары Господа. Да? Is it? And he followed it. He thought, this probably true. Lord Shiva has no potency. Он задумался, может быть, правда, благословение Господа Шивы не имеет никакой силы. And touched his own head. И дотронулся до своей собственной головы, и его голова отвалилась. So like that, Lord Shiva was saved by Lord Vishnu. Таким образом, Господь Шива был спасен Господом Вишну. So anyhow, in this case, Bali Maharaj, he didn't listen to his spiritual master. Как бы то ни было, в данном случае Бали Махарадж не послушал своего духовного учителя. And he was correct in this case. И в данном случае он был прав. Because Sukracharya's instructions were wrong. Потому что наставления Шукрачарьи были неправильны. And Lord Vishnu is a higher position than the spiritual master. Потому что Господь Вишну занимает более высокое положение, нежели духовный учитель. So if there would be some conflicting instruction between the instruction of Vishnu and the instruction of the spiritual master, it will be better to follow the instruction of Lord Vishnu. Если существуют какие-то противоречия между наставлениями духовного учителя и Господа Вишну, нужно следовать наставлениям Господа Вишну. Normally, the spiritual master, he should represent the instructions and opinion of Lord Vishnu. Потому что обычно духовный учитель должен представлять наставления Господа Вишну. Then it's considered their instruction are non-different. И тогда считается, что его наставления Господа не отличны. And one should follow that. И человек должен следовать его наставлениям. But in this case, there was a contradiction. Но в данном случае было противоречие. Lord Vishnu was saying one thing, and this Guru, Sukracharya, or so-called Guru, was saying another thing. Потому что Господь Вишну говорил одно, а так называемый гуру Шукрачарья говорил другое. So in this case, he was exposed as a bogus guru, or not bona fide. И таким образом стало ясно, что Шукрачарья не является истинным гуру. He was just a ritualistic guru. Он был просто гуру, который слепо следует ритуалам. Performed various rituals and sacrifices on behalf of the demons. То есть стало понятно, что он просто совершает какие-то ритуалы и жертвоприношения от лица демонов. So normally they were right to respect him and follow him. И обычно демоны должны были почитать его и следовать его наставлениям. That's why they became powerful. Именно за счет этого они стали могущественными. But in this case, Bali Maharaj was correct not to follow Sukracharya's instruction. Но в данном случае Махарадж Бали был абсолютно прав, когда он не стал следовать наставлениям Шукрачарьи. By doing that, he surrendered to Lord Vishnu. Потому что поступив таким образом, он предался Господу Вишну. And he
followed the instruction of Vamana. И он решил последовать наставлениям Ваманадева. Another name of Vamana is Indranuja, the younger brother of Indra. Еще одно имя Вамана — это Индрануджа, младший брат Индры. So, 3 steps of land. So he offered, okay, take 3 steps of land. И когда Ваманадев просил 3 шага земли, Бали Махарадж согласился: хорошо, бери их. And then he expanded it into huge form. И тогда Господь Вамана принял огромную форму, It's called Trivikram. которая называется Тривикрама. The one who takes 3 steps. Тот, кто совершает 3 шага. And the first step covered half the universe. Первым шагом он покрыл половину Вселенной. Second step covered the other half of the universe. Вторым шагом он покрыл оставшуюся половину Вселенной. Then he said to Bali Maharaj, where can I put my 3rd step? И затем он обратился к Бали Махараджу: когда же мне сделать свой последний шаг? You have to fulfill your promise. Потому что ты должен исполнить свое обещание. How are you going to do it? Как ты собираешься это сделать? Bali Maharaj, Lord gave him good intelligence at that point. В тот момент Господь дал истинный разум Бали Махараджу. Yes, my Lord, put it on my head. Тогда Бали Махарадж сказал: о Господь, положи свою ногу мне на голову. And in that moment he became fully surrendered to the Lord. И в этот момент он полностью предался Господу. It's called Atmanivedana. Называется Атманиведана. One of the 9 processes of bhakti. Один из 9 процессов бхакти. Bali Maharaj is mentioned as example of one who follows that principle of Atmanivedana. И Бали Махарадж приводится как пример личности, который следует этому принципу Атманиведана. He gave up not only his property, but his very self to the Lord. Поскольку он отдал Господу не только свою собственность, но и самого себя. So therefore he became a great devotee. Поэтому он стал великим преданным. Bali Maharaj is considered that even though he was a demon, he became a great devotee. Поэтому, несмотря на то, что он является демоном, Бали Махарадж считается великим преданным. In fact, he is considered as one of the 12 Mahajans. На самом деле он даже считается одним из 12 Махаджан. And he's also the father of Prahlad, isn't it? The nephew of Bali Maharaj. Он является племянником Бали Махараджа. Внук. Yeah, he's the grand. So the dynasty, of course, was a demonic dynasty, but still Prahlad and Bali were great devotees who appeared in that dynasty. Конечно, сама династия была демонической, но и Прабхупада Махарадж, и Бали Махарадж были великими демонами, хотя и принадлежали к этой династии, великими преданными, хотя принадлежали к этой династии. So like that, here in this verse, this is the process is going on where Vamana is taking the 3 steps of land. В этом стихе описывается тот процесс, как Ваманадев совершал свои шаги по Вселенной. And how Bali could see the universal form of the Lord manifested in his body. Здесь описывается, как Бали Махарадж мог видеть, как Господь проявляет свою вселенскую форму. Universal form is manifested in different places. Вселенская форма проявляется во многих местах. Before Arjuna, in the Bhagavad Gita, Krishna shows his universal form. Например, Кришна показал Арджуне свою вселенскую форму. The form is manifested a little bit differently in different places. Конечно, в различных местах вселенская форма Господа проявляется по-разному. Arjuna could see how all the warriors on the battle of Kurukshetra being devoured by the mouths of the Lord. Арджуна мог видеть, как на поле Курукшетра все воины, они входили в огромную пасть Господа, и он таким образом пожирал их. So it's a very horrifying manifestation.
He was very shocked by it. Это очень устрашающее проявление формы Господа, и Арджуна был в ужасе от этого. Another universal form was manifested to Yasoda. Другая форма вселенской формы Господа была явлена Кришной матери Ешоды. When Balaram and the cowherd boys complained that Krishna has been eating dirt, Mother Yasoda told Krishna, "Open your mouth so I can check." Когда Баларам и пастушки жаловались на то, что Кришна ест землю, мать Ешода сказала Кришне: "Открой рот, я хочу проверить это." But when she looked in the Lord's mouth, she saw the vast universal form of the Lord. Но когда она заглянула в рот Кришне, она увидела огромную бескрайнюю вселенную. She was very astonished. Она была крайне изумлена. But then again she saw my small child. Но затем она опять стала относиться к Кришне как к своему маленькому сыну. Again she saw this vast universal form, but she also saw herself looking into the Lord's mouth. И затем она опять заглянула в рот Господу, опять увидела эту вселенскую форму, но она также увидела и саму себя, которая смотрит на эту So форму. she was completely bewildered. Поэтому она была совершенно сбита с толку. By the yoga maya potency of the Lord. Это произошло при помощи йога майи. Then again she saw him as her small child. И потом опять она снова увидела в нем своего маленького сына. There's a description of universal form in the beginning of second canto in the first chapter. В первой главе второй песни есть описание вселенской формы Господа также. How the neophyte in spiritual life, he should study the universe around him and see it as a manifestation of the universal form of the Lord. Там описывается, что неофит должен изучать строение Вселенной и видеть в этом вселенской форме видеть Господа. So he understands that there's a spiritual power, a spiritual potency behind everything. Чтобы он смог понять, что за всем этим вселенским проявлением стоит духовная энергия Господа. The sun and the moon are like the eyes of the Lord. Он должен понять, что Луна и Солнце это как глаза Господа. The rivers are the veins in his body. Что реки это вены в теле Господа. The forests are the hairs on the body of the Lord. Леса это волосы на теле Господа. The mountains are his bones. Что горы это его кости. Like that. It's a kind of meditation on the presence of the Lord within the universe. Это своего рода медитация на присутствие Господа во Вселенной. And seeing the universe as a personality. Таким образом, неофит может видеть Вселенную как личность. But it's more to just experience that there's a Brahman, a spiritual power pervading everything. Но больше это познание Брахмана, всепроникающие силы Господа. So Prabhupada said, universal form is a temporary form of the Lord. Шрила Прабхупада говорит, что вселенская форма это временная форма Господа. It's not the eternal form of the Lord. Она не является вечной формой Господа. So here also this is just some temporary manifestation to astonish and inspire Bali Maharaj. Здесь мы также видим, что Господь показывает эту временную вселенскую форму, чтобы вдохновить Бали Махараджа. It's a very special mercy upon Bali Maharaj to the Lord manifesting this form. Показав Господу вселенскую форму, показав Бали Махараджу вселенскую форму, Господь пролил на него особую милость. So thank you, Hare Krishna. Благодарю вас. Any question? Вопросы? А то, что сейчас происходит в материальном мире, это влияние дюйма или следствие невежества людей? И что происходит сейчас между полубогами и демонами? The question is, what's going on now in the world? Is it the demonic influence or it's just ignorance of the people? So, what's happening now between the demigods and the demons? Well, I think
You mean on this planet? Ведь на этой планете, имеете в виду? It's more demons. Just it is due to more ignorance, yes, and it's more, we can say, demons just fighting and arguing with each other. Да, мы можем сказать, что с одной стороны это влияние невежества, а с другой стороны это отношения демонов, которые как бы борются, воюют и так далее. The demigods are the devotees. Полубоги это преданные. So better they don't get, themselves involved in the demons fighting among themselves. Поэтому преданным лучше не вовлекаться в войны, которые ведут демоны между собой. Вот демоны думают, что они правильно думают, правильно говорят, правильно делают, а преданные тоже так думают, правильно это или нет. He's saying that the demons are really sure that they think right, that they do right, and the devotees as well. They're sure that they do right and they think right. Что вопрос? Правильно это или нет? Да. Ну как, демоны они получаются. Демон думает, что он правильно думает, правильно говорит, а преданный читает Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, и ее преподносят, думая, что они правильно ее понимают, правильно говорят, правильно. И в чем вопрос? В чем вопрос? Так это или нет? Правильно? Is it the correct situation? That the demons think that they're right, and the devotees think that they're right because they study Bhagavad Gita, they have the arguments. Well, devotees are following Guru Sadhu Shastra, they're following spiritual authority. Преданные следуют духовному авторитету, они следуют гуру Шастра Сангha. In that way, they're properly situated under the shelter of Krishna. Таким образом, преданные занимают правильное положение, обретая прибежище у Кришны. Demons may think they're right, but they're not following the proper authority. Демоны могут думать, что они действуют правильно, но они не следуют истинным авторитетам. That's why they're causing, suffering and pain to one another. И именно поэтому они причиняют друг другу боль и страдания. And they also, they often try to harass the devotees as well. Также они стараются притеснять преданных. This is a demonic nature. That is demonic nature. Такова демоническая природа. They're not satisfied at heart. Они в своем сердце не удовлетворены. So, they harass one another, they harass devotees. Поэтому они притесняют друг друга и притесняют преданных в том числе. That's why it's better devotee not to avoid as far as possible. Поэтому преданным нужно как можно больше стараться не избегать вот этих ситуаций. Of course, devotees also preach to try to help others. Конечно же, преданные должны проповедовать, стараться помочь другим. So, if some person are ignorant but innocent, willing to listen, then the devotees can preach to them. Если, допустим, кто-то является невежественным, но при этом он достаточно невинен и готов слушать, то ему необходимо проповедовать. From those kind of person, new devotees come. И таким образом к нам приходят новые преданные. But hardened demon, very atheistic, very envious, generally is better to avoid. Но что касается очень сильно завистливых, сильно атеистично настроенных людей, демонических, лучше их избегать. Yes. Хорошо, вы говорили, что следование наставлений духовного учителя можно, если они расходятся с наставлениями Вишну, то тогда можно как бы исследовать. Вот в примере с Бали Махараджем, он же не знал о том, что Ваманадев это Господь, поэтому чем он руководствовался следованием наставлений? Guru Maharaj, you said that if there are contradicting instructions of the spiritual master and the Vishnu, right? One should follow the instructions of Vishnu. But in case of Bali Maharaj, he was not aware that Vamanadev was Vishnu himself. So what was his guidance at this point? Well, he was following Shastra rules that Kshatriya should give in charity to Brahmins. Он следовал ведическим наставлениям, что кшатрии должны давать пожертвования брахманам. Also, Kshatriya should
keep his own promise. И кроме того, там говорится, что кшатрий должен исполнять свои собственные обещания. Those are, vague principles. Таковы ведические принципы. But then, he did find out that he is Vishnu because Sukracharya told him this is Vishnu. Но кроме того, он потом узнал, что перед ним находится Вишну, потому что Шукрачарья сказал ему об этом. Сначала Махарадж почувствовал, то есть у него было сильное желание выделать бхакти, но он, как может быть, не полностью понимал. Потом произошло, что Шукрачарья сказал ему, что это Вишну, что это Вишну. Когда он узнал, что это Вишну, его желание отдать все усиливалось еще больше. Но так как демоны, они не поняли его, он стал аргументировать с точки зрения кшатрия, что кшатрий должен держать слово, что нужно все пожертвовать. Правда? Want me to translate? Why you have to translate? They understand. Yeah, okay. For myself. Продолжение истории таково, что когда Махарадж сделал шаг на голову Бали Махараджа, то есть это последний был шаг, Бали Махарадж полностью предался, в этот момент. И история дальше такова, что Махарадж, приказал его связать веревками гована. То есть почему так Господь поступил, если человек он полностью предался, а его как наказание связали веревками? Anyway, it's just kind of lila. Это своего рода лила. Ultimately, Lord gave Bali Maharaj his own planet, isn't it? Он же Господь дал Бали Махараджу свою собственную планету, не так ли? Or he became, and Lord became his doorkeeper there, isn't it? И он стал стражником его ворот. So I mean, it's just a part of the lila, but just to show the Lord's power. Это своего рода лила, он сделал это для того, чтобы показать могущество Господа. But ultimately, he gave all blessing to Bali Maharaj. Но в конце концов он дал Бали Махараджу все свои благословения. And Bali Maharaj had become, immortal, we can say, because of that surrender to the Lord. И за счет того, что Бали Махарадж предался таким образом Господу, он стал бессмертным. And he's glorified as a Mахараджа, one of the great devotees. И он прославляется как один из махаджан, величайших преданных Господа. Махарадж, а как ученики должны себя вести, чтобы не нанести оскорбление своим духовным учителям? How should the disciples behave in order to avoid offenses to their spiritual master? Try to be attentive to following instruction that we find in Guru Sadhusastra. Нужно стараться следовать наставлениям, которые мы находим в Гуру Саду Шастра. Be respectful to Guru and to the Vaishnavas. Быть почтительным, уважительным к Гуру и Вайшнавам. If we respect others, if we respect the devotees, if we respect everyone, that will help us to respect our Guru and to respect Krishna. Если мы уважаем всех окружающих, если мы уважаем преданных, то это поможет нам гораздо легче уважать Гуру и Кришну. Вот Господь Чайтанья сказал, что предсказание, и демоны будут плакать от радости, воспевая мои имена. А когда это случится, как быстро? 1000 лет должны пройти, или когда в середине, в конце Золотого века? Lord Chaitanya said that even demons will cry joyfully when chanting the holy names. So, and the question is, when do you think this is going to happen? In 1,000 years, maybe? It's happening gradually. Постепенно это происходит. So many of us are coming, yes, from demonic background. Столько из нас приходят к сознанию Кришны
несмотря на свое демоническое прошлое. Now we're joyfully chanting Hare Krishna. Теперь мы с радостью воспеваем Харе Кришну. Hare Krishna. Часто мы выполняем наставление духовного учителя, служение духовному учителю Господу, осознавая величие духовного учителя и Господа, и в этом есть некоторая такая прагматичность. А как, что должно произойти с преданным, чтобы это служение происходило не просто следуя наставлениям, потому что так надо, а именно из любви? То есть что должно произойти, чтобы сердце растопилось, чтобы это происходило просто любовное пожелание? We serve spiritual master and Krishna because we understand how great they are, and we know that this is the regulated principle that we must do it. But what has to happen so that our heart could open and that we could serve Guru and Krishna out of love? What has to happen so that this change occurs? Well, we have to follow the rules and regulations of Vaidhi Bhakti process. Vaidhi Bhakti. Мы должны следовать этому процессу Вайди Бхакти. You know which Vaidhi word comes from Vidhi. Vidhi means rules and regulations. Слово Вайди происходит от слова Веда, то есть наставление, принципы, регулирующие принципы. From Vidhi. Види, слово Види. So those rules and regulations are to help to train us, to become Krishna conscious. Эти правила предписания, они каким особым образом тренируют нас, чтобы мы обрели сознание Кришны. So that the bhakti, the mood of bhakti can be developed. Чтобы настроение бхакти могло развиваться. So it's a gradual process. Это постепенный процесс. And also the association of devotees, devotees who are serious, who have bhakti, by their association we can also develop bhakti. Также общаясь со старшими преданными, которые серьезны в своей практике, которые имеют бхакти, также это может нам помочь развить бхакти. So that we have to have proper association. We have to follow the guidelines given by Guru Sadhu Shastra. Нам нужно правильное общение, и мы должны следовать наставлениям, которые даны в Гуру Саду Шастрах. So that's what has to happen. И это как раз вот таким образом и происходит. But ultimately, bhakti is independent. Но в конце концов бхакти не зависит ни от чего. And she may take root, we can say, in someone's heart and not in another person's heart. Мы говорим, что в сердце одного человека она может прорасти, а в сердце другого может и не прорасти. It's ultimately her mercy, Krishna's mercy, her mercy. В конце концов, в итоге это милость Кришны. But we should make every endeavor that we can. And generally, if one endeavors in a proper way, bhakti will be attracted and bhakti will manifest in the heart of the person. Но все равно мы должны прикладывать все наши усилия, и если человек прилагает усилия правильным образом, то в конце концов бхакти привлечется им и проявит себя в его сердце. So thank you. Благодарю. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Shrila Prabhupade ki, Nittai Gaura Prem.